День добрый, всем привет, друзья! И я продолжаю свою рубрику «Новый день, новое путешествие» и отправляюсь сегодня в небольшой, но очень-очень прекрасный город. Если вам интересно, что это за город, что там можно посмотреть, то, конечно же, приглашаю. Но перед этим не забудь подписаться, нажать на колокольчик и поддержите меня лайками. Также я жду от вас комментарии. Пожалуйста, пишите мне комментарии, будем продвигать мой канал. Я сегодня начинаю свое путешествие с вокзала Гданьского. Дворец Гданьский. Это для меня тоже новость. Я никогда еще на этом вокзале не была и не отправлялась с этого вокзала. Вот там уже стоит мой поезд, поэтому приглашаю вас ко мне путешествовать. Ну что ж, пошли. И добро пожаловать в город Чеханов. И за сегодняшнее путешествие я очень благодарна одному из моих подписчиков, пан Антек. Поздравям и дякую за полецение. Да, мне один из моих подписчиков порекомендовал сюда приехать, потому что мы знаем о городе Чеханов? Город Чеханов находится в 100 километрах от Варшавы, что очень близко. На поезде ехать час. Я, если честно, не успела только сесть, а уже надо вставать, выходить. Очень быстро проходит дорога, мы просто летим за час 100 километров. Что мы еще знаем про этот город? Город небольшой, как я уже говорила, население всего лишь 43 тысячи. Но, кроме этого, город очень древний. Раскопки показали, что люди здесь жили с 7 века, тут было поселение. Также мы знаем, что в один из периодов истории город был столицей воеводства. Да, раньше было воеводство Чехановское, и город Чеханов был столицей воеводства. Также мы знаем, что город основал Чехан, поэтому отсюда и название Чеханов. Что мы еще знаем? Еще мы знаем, что в 17 веке город был очень сильно уничтожен, но потом, конечно же, как вы видите, он отстроился и в лучшие времена свои исторические был даже столицей воеводства. Ну что ж, пойдем тогда путешествовать. Я, как всегда, буду передвигаться пешком. На улице +5, ветер, и я забыла перчатки. Но это не помеха наслаждаться новым городом, новым путешествием. Пошли смотреть на город Чеханов. Вы знаете, я прошлась с вокзала буквально 3 минуты, он там вокзал, и зашла на улицу, улица Сенкевича, да. Тут брусчатка, очень классно. И к чему я? Я к тому, что город имеет классную фишку. Пока я шла, я уже прошла 3 вот таких информационных блока. То есть тут написана краткая история этой улицы, дома, которые есть на этой улице. Тут мы зашли в один район, дельница Блоки, и тоже про этот район краткая история, что мы можем посмотреть, чем он знаменит. Это классная, очень классная фишка города, поэтому Чеханов плюс. Идем дальше. Что ж, ребят, в 6 минутах от вокзала находится первая достопримечательность. Это Кшива Хала, то есть Кривой холл. И это здание было построено во времена Второй мировой войны в 1942-1943 году, когда этот город был оккупирован фашистами, и он был построен фашистами. Для чего? Потому что тут планировалась большая площадь и аллея. Площадь, как вы видите, есть, но она не такая масштабная, как планировалось, и вон там за мной есть аллея. То есть это место планировалось сделать как новую городскую
площадь. И это здание должно было как раз-таки подчеркнуть масштабы этой площади. Но на сегодняшний день, как вы видите, конечно же, здание сохранилось. Тут есть небольшой парк, аллея тоже есть. И кроме этого есть обелиск, памятная доска, памятный обелиск маршалку Пилсудскому. Во время праздников сюда собираются люди, чтобы положить цветы маршалку и вспомнить всех солдатов, всех людей, кто воевали за независимость Польши. Ну, а на сегодняшний день в этом здании, это здание не пустует, это здание очень полезное, на сегодняшний день в этом здании находится библиотека. Я пришла к следующей достопримечательности. О, какой классный кадр. И это паровоз, паровоз, который когда-то обслуживал узкоколейку. Узкоколейка была создана для того, тут раньше было производство сахара, и по узкоколейке как раз возили сахарный буряк. В локомотив можно зайти, посмотреть, как там устроена кабина. Также везде классно, что написана история. Есть карта, показана по годам, как было, как работала эта узкоколейка. Есть карта, как я уже говорила. Но классно. Действительно, паровоз очень узким выглядит, я только сейчас заметила. И что еще классно, что это как бы оригинал. Вот, в 1914 была построена первая трасса. 750 метров. Карта и работа узкоколейки. Тут около меня паровоз. Там, сейчас я покажу, вон там я вижу какой-то мост, это, наверное, мост речки, на которой стоит город, и вон там вдалеке, вам, наверное, не видно, но я вижу какие-то башни, поэтому я направляюсь туда, посмотрю, то ли это костел, то ли, ну, замок нет, открою вам секрет, я приехала сюда ради замка. Замок я оставлю на закуску. Сейчас гуляю по городу и хожу по точкам, которые я себе наметила, но вот этой точки у меня не было, поэтому я пойду гляну, что там находится. Ребят, а еще пока я не отправилась туда на гору, за паровозом находится, это не просто кусты, это лабиринт. Я туда заходить не буду. Территория действительно очень большая, я так разглядела, что конца и края не видно. Но если вы отважные, я не такая отважная, я сама, я боюсь, что я вообще заблужусь там и не найду выход. Но если вы с компанией или ежели вы одни, но смелые, вы можете побродить тут в лабиринте. Я вижу, что у кого-то тут нервы сдавали, и тут дырки понаделаны еще вот. Кто-то прямиком, видно, так шел. Но сейчас я вам покажу, насколько большая территория. Вон аж туда, в конец. Так что еще одна фишка этого города, классно для детей и для взрослых. Почему бы не провести время так активно и не поиграть в прятки. Ну а теперь отправляемся дальше.
Ребят, я вас обманула, я сюда собиралась идти, просто не сориентировалась по Google Maps. Но где мы находимся? Мы находимся у костела Народження Найсвятшей Марии Панны. Как вы видели, этот костел находится на горке, и поэтому его видно с любой части города. Костел очень старый. Чуть позже я вам расскажу маленькую историю о нем. Но, к сожалению, костел сейчас закрыт. Внутрь мы не попадем, но также напротив есть еще одна горка такая, и тут находится колокольня. Конечно, масштабы впечатляют. Кирпич, вот этот красный с рисунком, это тоже все выложено кирпичом. Вау! И атмосфера. Вокруг костела можно пройтись, вокруг, ну, как бы по этой горе, да, можно пройтись. И вот забор, а там обрыв. То есть костел стоит вот на горе, и чисто гора для костела. На другой горе колокольня. Костел построен в 1065 году, но, к сожалению, во время потопа шведского, во время шведской войны он был фактически весь разрушен. После шведской войны в 1657 году костел начали реставрировать, но, к сожалению, потом пришла война с французами, и французы тоже фактически уничтожили этот костел. Следующая реконструкция костела началась в 1822-23 году, и, в принципе, он был хорошо реконструирован. Во время Первой мировой войны здесь был военный госпиталь, немецкий военный госпиталь. Последняя реконструкция костела была в 2012 году, и то, что мы видим сейчас, это, конечно же, поражает. Жаль, что я не могу войти внутрь. Внутрь сохранилась роспись, сохранились фрески и плиты. Но удалось почитать историю и посмотреть хотя бы фотографии. Ну что ж, пойдем тогда к колокольне, заглянем еще туда. Ребят, к сожалению, о колокольне я вам ничего не расскажу, потому что я не нашла истории. Возможно, надо было лучше подготовиться, но место очень завораживает. Там костел, гора, и я просто вижу, что за этой колокольней там обрыв. И тут такая тишина, что мне даже как-то неудобно говорить. Да, тут за костелом обрыв, за колокольней обрыв. Вы можете видеть, это все находится тоже на отдельной горе. Красиво, очень красиво. Ребят, смотрите, что я нашла. Телефонная будка. Телефонная будка в наше время. К сожалению, она в не очень хорошем состоянии. Там какая-то швабра, но просто посередине тротуара стоит телефонная будка. Класс. Ну что ж, ребят, когда начинаешь замерзать, ищешь музей. И я пришла так же, как мне рекомендовал мой зритель пан Антек, в музей польской шляхты, мазовецкой шляхты. Так что посмотрим, что там. Как раз я согреюсь. Идем в музей. Ну что ж, друзья, я уже прошлась по музею. Коротко вам расскажу, поделюсь информацией. Вход в музей по карте поляка бесплатный. Если вы без карты поляка, то вам надо заплатить 7 злотых. Но если вы, например, сейчас после этого видео моего захотите приехать в этот город, будьте готовы, что, к сожалению, работает всего лишь открыты всего лишь 3 экспозиции.
Музей готовится к туристическому сезону, сейчас еще не очень. Туристов много, 3 только экспозиции. Одна из экспозиций – это история евреев, которые жили на территории города. И, конечно, знаете, я приезжаю в разные города, и я задаю себе вопросы, будет ли в одном из городов, существует ли один из городов в Польше, где не было создано гетто, где не было трудовых таборов, где бы не издевались над людьми, ну, фашисты, да. Наверное, такого города в Польше я не найду. И просто сейчас то, что происходит в Украине, я себе просто представляю, что через несколько лет, десятков лет, возможно, будут в нашей стране созданы такие музеи, где будет показано, как над людьми издевались рашисты. Это очень грустно. История повторяется, и это очень печально. Но помимо зала, где показана история польских евреев, которые жили на территории города, еще есть 2 зала, где представлена резьба по дереву. Так что все равно заходите в этот музей. Я была единственным посетителем. Мне даже, можно сказать, провели персональную экскурсию. Так что плюсы входить в музей вне сезон туристический тоже есть. Ну что ж, идем дальше. И, ребята, как вы думаете, что это за строение за моей спиной? Что это за башня? Что это за башня, которую видно фактически с каждой точки города, где бы я ни была, я ее видела. Эту башню нам также видно, когда вы будете подъезжать к городу на поезде. А что это? А что это? Что это? И где это я? А я нахожусь в парке науки, город Чеханов, парк науки. И это башня Чишнень. То есть, если по-другому, то водонапорная, отпорная, водонапорная, водонапорная башня. И она спроектована известным архитектором. И поэтому сюда, к этому месту я просто... Ой, простите, я просто не могла не прийти и просто не передать словами, какая она огромная. Огромная и по-футуристически красивая. Очень красиво смотрится. А вон там здание, там специальный центр для детей. Очень, очень классно все организовано. Вы знаете, мне очень нравится город. Он такой маленький, уютный. Как я ранее говорила, население 45 тысяч человек, но несмотря на масштабы города, что он такой маленький, ну, тут все есть. Хочешь тебе кинотеатр, хочешь тебе торговый центр, хочешь тебе бассейн, хочешь тебе спортивные центры. Все очень ухожено, все аккуратненько, велодорожки, аллейки, центр, деревья, фонари, автобусы. То есть, если вам нравятся такие маленькие уютные города, Чеханов подходит для жизни. Тут есть и районы, житловые комплексы, и всего лишь час езды от Варшавы. Так что жить тут, наверное, очень даже прекрасно и приятно. И еще чем мне нравится Польша, что тут, в принципе, я редко бываю в таких маленьких городах. У меня не такой большой опыт, но в тех городах, в которых я была, в маленьких, ты не чувствуешь разницы, что ты в маленьком городе. Вот я иду по улице, центр, я могу точно сказать, что в Варшаве центр так же само выглядит, так же ухоженно, так же чисто, так же лавочки, так же деревья, то есть так же плиточка. Нету такого, что этот город выглядит запущенным. И этим мне тоже очень нравится Польша, что нету колоссальной разницы. Ребят, и пройдясь вот такой длинной пешеходной улицей,
Я наконец-то добралась до площади с ратушей, а за ратушей вон там виднеется замок. Конечно, главный герой этого города – это замок. Идем туда. И что я вам еще хочу сказать? Я уже говорила, что мне нравится этот город, действительно город. Мне очень нравится. Хочешь тебе туристические какие-то фишечки? Пожалуйста. Хочешь развлечения? Пожалуйста. Хочешь насладиться природой? Я проходила несколько очень красивых парков, но сейчас, в этот сезон, они как-то очень грустненько смотрятся, но я уверена, что весной, летом, осенью тут тоже очень чудесно. Ну что ж, проходим дорогу, проходим ратушу и идем к замку. Вперед! Ну что ж, друзья, дошли мы до ратуши. Тут очень-очень большая площадь за моей спиной. Но если бы не этот паркинг, было бы вообще чудесно, и чуть-чуть бы зелени, было бы вообще бы супер. Но ратуша, чуть-чуть вам расскажу о ней. Историки не знают точно, когда была построена ратуша, но все сходятся на том, что около 1844 года. Также на ратуше вы видите расположен герб города и очень старые часы. Ребята, посмотрите, какой шикарный, какой огромный замок. Вау, вау, идем ближе, бегом, идем ближе. Итак, ребят, замок Księżyc Mazowieckich или просто замок в Чеханове. Что-то мне немножко тревожно, что двери закрыты. Я надеюсь, что вовнутрь зайти можно. Но что мы знаем об этом замке? Замок был построен где-то на переломе 14 и 15 века. Но от первой половины 17 века был в руинах. И все из-за того же шведского потопа, из-за шведской войны замок был полностью сожжен и полностью уничтожен. Кстати, тогда был уничтожен не только замок, а почти весь город был уничтожен. Но сейчас, как мы видим, замок в чудеснейшем состоянии. Сейчас буду идти и искать вход. Надеюсь, что он будет, боже. И начнем свою экскурсию. Ой, ребят, я почти напугалась, потому что тут ворота закрыты. Но я вижу табличку, что вход с другой стороны. Иду на другую сторону. Но, о боже, было бы очень обидно, если бы я приехала и в замок так и не попала. Обходим. Боже, такая интересная местность, где этот замок, потому что в основном замки, они строились в те года на возвышенности, на каких-то горах. А тут же низовина. Низовина, и этот замок просто в низовине. Интересно. Надеюсь, сейчас в замке узнаю историю, подробности. И вам обязательно расскажу. И ворота открыты. Идем бегом, идем. Я еще не взяла билет, но тут уже есть на что посмотреть на входе. Тут руины, раскопки. Там. О, вот так будет вам лучше видно. Там стены. Не знаю, просто сниму вам что-то или нет. Но я внутри, и это уже радует. Я уже счастлива.
ребят, я добралась до верхушки одной из башен. Я наверху. Ну что ж, друзья, пришло время прощаться мне с этим чудеснейшим замком. Я просто без ума. Я очень благодарна, еще раз очень благодарна пану за то, что он сказал мне про это место. Знаете, у меня в замках я очень люблю приезжать и смотреть разные замки. У меня такое ощущение, что в прошлой жизни я была какой-то принцессой-княжничкой, что в средневековье я, наверное, жила, потому что меня очень тянет такие места, мне очень интересно, я восхищена этими стенами, этой крепостью. Чем еще удивителен этот замок, что, как я уже говорила, это аудиогид, это большой-большой плюс, что ты ходишь с экскурсоводом фактически. Второе, это еще то, что есть музей. На территории замка были раскопки, и есть еще музей. И даже в этом музее, там, где раскопки, то нам рассказывают про экспонаты. То есть это не скучно. Ну и плюс того, что мне удалось побывать и в одной башне, и в другой, и плюс спуститься в подвал. Вы видели эту лестницу сумасшедшую. То есть тут очень интересно, очень современно сделано. Сделано действительно для людей. Но если вы будете приезжать в такое межсезонье, как я, будьте готовы, что в этих башнях холодно. То есть тепло только в музее и там, где кассы, но по замку вы ходите, так как в средневековье, замок холодный, и там гуляют сквозняки. Так что утеплитесь, потому что я немножечко замерзла. Ну что ж, друзья, прощаюсь с замком и буду отправляться на обед и возвращаться домой в Варшаву. Ребят, в этом прекраснейшем месте я буду с вами прощаться и буду прощаться с этим городом. Мне пора отправляться на вокзал, пройдусь еще пешечком, еще прогуляюсь и наслажусь этим городом. И действительно, Чеханов – это идеальный отдых однодневный, идеальное путешествие на один день. Одного дня достаточно не спеша прогуляться по туристическим местам, не спеша прогуляться по чудеснейшему центру, не спеша прогуляться по замку, но вы получите море удовольствия, вы узнаете новое не только о этом городе, а и о Польше, о средневековой Польше. Действительно, я очень довольна, что я приехала. Мне очень понравилось, что было мало туристов. Я уверена, что в сезон тут очень много людей, но просто посмотрите на этот замок. Я уверена, что тут съезжается очень много людей. Поэтому мне понравилось, что я была сама фактически. Сейчас людей прибавилось, но когда я начала в замок зашла, то людей вообще не было.
Так что я надеюсь, что вам тоже понравился этот город. Я надеюсь, что вы тоже будете сюда заезжать, знакомиться с чем-то новым. Ну, а я буду продолжать тоже знакомиться с другими городами. Пишите мне в комментариях какие-то тоже интересные города, где вы были. Рекомендуйте. Я открыта на рекомендации, потому что еще раз поблагодарю пана Антка за то, что я тут побывала, и за to, że on napisał mnie komentarz. Pan Antek, dziękuję bardzo, dziękuję. Ну что ж, прощаюсь я с вами. Увидимся уже в следующих видео. Пока-пока.